1 мая изменятся правила въезда в Таиланд. Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим важные новости, что касается Таиланда, и также прогуляемся по Паттайе и по Джамтьену, посмотрим, какие сейчас изменения, как все выглядит в низкий сезон. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно. Погнали! Друзья, начнем мы с центра. Здесь у нас центр Паттайя находится, набережная. Сейчас полуденное время, людей на набережной не так много, потому что жарко. В основном все сюда выйдут ближе к вечеру, будут гулять. Многим интересно, как же выглядит море в самом центре Паттайи. Не секрет, что здесь не самый лучший пляж. И сегодня у нас отлив, да, поэтому море будет такое не самое красивое, но тем не менее мы его вам покажем, потому что это многим будет интересно и полезно. Видно, что люди купаются. Также здесь дают в аренду водные мотоциклы. Можно покататься на бананах вот этих. Ну и, естественно, позагорать и посидеть в компании. Вечером пляж наполнится людьми. Здесь будут отдыхать тайцы, туристы, сидеть на стульях, на циновках. И кто-то будет выпивать алкогольные напитки, а кто-то будет просто отдыхать и наслаждаться прохладным вечерним ветром. Сейчас у нас отливы, и отливы можно мониторить с помощью приложения. Паша, кстати, уже показывал, можно сейчас вот тут показать картинку, как выглядит. Приложение абсолютно бесплатное, можно там смотреть отливы и приливы буквально за полгода вперед. Если вы планируете свой отпуск, хотите поехать на острова, посмотрите. Еще один вопрос, который тревожит наших зрителей. Они спрашивают, будет ли отлив таким же на островах, как, допустим, в Паттайе. Да, ребят, отливы будут одинаковые. Если в Паттайе вы видите отлив, то и на островах он тоже будет. Также людей интересует чистота воды в море. Надо сказать, что в низкий сезон дуют ветра, также проходят подводные течения, и вода часто мутная, грязная, коричневая, плюс мелкая рябь на море. Но на островах вода всегда чище, помните об этом. Если вы хотите отдыхать на море, отправляйтесь смело на острова. А в Паттайе можно гулять, развлекаться. Здесь можно найти отдых на любой случай жизни, сходить в массажку, пошопиться, посетить буфет, поесть морепродукты. Ребята, сзади меня находится Централ Паттайя. Старое название – это Централ Фестиваль. В этом же здании находится отель Hilton. Там очень много ресторанов, баров. Есть на крыше прекрасное заведение «Горизонт», куда можно прийти вечером, выпить коктейли. Кстати, там есть happy hour. Можно прийти с 4 вечера и до 6, насколько я помню, и заказать 2 коктейля по цене одного. Очень выгодное предложение. И оттуда открывается просто потрясающий вид на Паттайю. И, кстати, мы сейчас туда пойдем и посмотрим курс валют в обменнике TT Currency. Пойдемте. И, кстати, ребят, вид на море всегда лучше с высоты. Если вы подниметесь вот сюда, будете сидеть в этом кафе, вот он находится наверху этого здания, то само море будет выглядеть гораздо лучше. Будет цвет бирюзовый. Тем более, ребят, посмотрите, какая видимость. Кто смотрит наши видео, знает, что мы часто жалуемся, что в Паттайе смог, плохая видимость. Но сейчас, последние дней 10, так как обильно льют дожди по всей территории Таиланда, видимость очень хорошая, дышится классно, загрязнения воздуха нет. Вот, посмотрите, видно остров Калан, это очень радует. Сейчас мы зашли в центр Паттайя, хотим посмотреть, какой сейчас курс доллара и других валют по отношению к бату. В центре Паттайя на цокольном этаже есть обменник TT Currency Exchange. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот такой. И здесь, смотрите, курс на все возможные валюты, которые вы можете обменять на тайский бат. Вот такой курс. Также сейчас наш соотечественник менял здесь рубли. Проблем у него никаких не возникло. На данный момент рубли меняют нормально, по неплохому курсу. Но все же, как я уже и говорил, лучше брать с собой доллары. Скоро у нас предстоит путешествие во Вьетнам. Мы сейчас хотели купить вьетнамские донги, но нам сказали, что в наличии здесь нет. Хотя вот курсы все представлены. Продать бы мы их могли, если бы у нас были донги, а купить не можем. Но нам сказали, что можно заказать, и вьетнамские донги привезут в течение 3 часов. И мы их сможем поменять. Но также нам еще не понравился курс, потому что сейчас официальный курс 0.13, а нам предложили курс 0.14. Курс не очень выгодный, поэтому мы взяли просто доллары, и когда полетим во Вьетнам, мы уже там их поменяем на донги.
В принципе, во Вьетнаме, в аэропортах очень неплохой курс, как правило. Друзья, переходим к основной теме нашего выпуска. Вы знаете, у нас ходили слухи, что отменят штамп на 60 дней. То есть, что это значит? Все российские туристы получали штамп по прибытию, в котором указывалось, что человек может находиться в течение 60 дней в Таиланде, и потом ему нужно будет либо выехать, либо продлить это время пребывания еще на 30 дней. И ходили слухи, что этот срок изменится до 30 дней, как и было раньше, несколько лет назад. Но эти слухи не подтвердились, и у нас пока остается штамп на 60 дней. Так какие же наступают изменения? Дело в том, что с 1 мая каждому туристу, который приезжает в Таиланд, будет необходимо заполнить цифровую карту прибытия. Что это такое? Дело в том, что раньше все туристы заполняли Immigration Card. Это карточка TM6, такой небольшой листочек. Когда мы летели в самолете, нам их раздавали. Все постоянно, помните, в самолетах искали ручки, чтобы заполнить это все, передавали их друг другу. И там нужно было заполнить фамилию, имя, отчество, дату прибытия, номер рейса, свой пол и место работы. И сейчас нужно будет заполнить точно такую же карточку, но уже в электронном виде. Заполнить эту карту нужно за 3 дня до вылета вашего в Таиланд. Можно заполнить и чуть-чуть позже, но обязательно заранее. На данный момент мы пока не знаем, что будет, если вы ее не заполните, но когда узнаем, мы об этом обязательно вам расскажем или напишем в нашем телеграм-канале. Кстати, QR-код нашего телеграм-канала вы сейчас здесь видите. Не забывайте подписаться, там очень много полезной и актуальной информации. В описании под видео будет ссылка на сайт, перейдя по которой вы сможете заполнить эту карточку, и это будет сделать удобно, потому что там можно выбрать несколько языков, в том числе и русский язык. Внимательно посмотрите сайт, вы найдете меню, где переключаются языки. Ребята, одна из важнейших тем в последнее время – это погода. Так как сейчас низкий сезон, его еще называют сезон дождей, то нам каждый день пишут сообщения, наши подписчики спрашивают, какая будет погода. Давайте я для начала расскажу, какая погода именно сейчас. Вот, допустим, последние несколько дней было облачно, вечером был небольшой дождик. Это примерно на закате дождь обычно начинается и длится около часа. Сегодня у нас погода солнечная, есть небольшие тучки, но не факт, что не будет вечером опять дождя, потому что все очень быстро меняется. И всегда нам пишут, какая будет погода в Таиланде. Я отвечаю, погода будет летняя, потому что точно не будет здесь снега. Мы не знаем, какая погода будет через несколько дней. Может, будет дождь, может, будет хорошая погода. Каждый год все меняется. В прошлом году в это же время года была засуха, из-за этого отключали воду. Отключение воды длилось примерно месяц в нескольких районах Паттайи. В этом же году периодически льет дождик, и это хорошо, потому что водохранилище наполняются, плюс хорошая видимость. И что будет через неделю, через месяц, через 2 месяца, мы не знаем. Каждый год ситуация разная, все по-разному. То есть сезон дождей абсолютно не означает, что вы приедете сюда и весь отдых проведете под зонтиком. Вы можете приехать, и за 2 недели не будет ни одного дождя. А можете приехать, будет чередоваться то дождь, то солнце. Как правило, так. Очень редко бывает ситуация, чтобы в Паттайе шли там дожди на протяжении нескольких дней и не прекращались. В основном это все такое нестабильное чередование. Ребят, мы с вами переместились в район Пратамнак. Хочу посмотреть, какое здесь море, и покажем вам. У нас, ребят, нет цели показать вам, какое красивое море в Паттайе. Мы хотим показать все как есть. Вот сейчас вот такое море, некрасивое. Здесь отели и кондики, тоже достаточно высокие. Этот район находится между Джамтьеном и Паттайей. То там дальше пляж Донтан и Джамтьен. Давайте, ребят, посмотрим, какое сейчас море. Сразу видно, что прозрачность воды оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что очень сильная ветровая волна, она и создает вот эту муть. Например, утром не было сильного ветра, и вода была гораздо чище. Сейчас к вечеру поднялся ветер, и море взбаламутилось. Визуально на пляже Паттайя вода была чище именно сегодня. Давайте посмотрим, сколько людей. Людей не так много, но это связано, во-первых, с тем, что уже начинается низкий сезон. Во-вторых, что время уже предзакатное. Сейчас как раз все белые туристы будут собираться домой, они уже отзагорались, а на пляж будут постепенно выходить тайские туристы, потому что они не любят загорать, и они именно вот такое время предпочитают проводить на пляже. Уже не так жарко. Кстати, ребят, всегда есть альтернатива. Если вас такое море не устраивает, то вы можете отправиться
на остров Колан или на экскурсию на ближайшие острова. А если вы соберетесь на экскурсию, то мы рекомендуем это делать с компанией Taifu Travel. Это надежное проверенное туристическое агентство. Ссылка на него будет в описании под видео. QR-код вы сейчас видите на экране. Это QR-код, если вы собираетесь на экскурсию из Паттайи. А сейчас будет QR-код, если вы собираетесь на экскурсию из Пхукета. Отсканировав этот QR-код, либо перейдя по ссылке, вы попадете на Telegram Taifu Travel, где можете ознакомиться с экскурсиями. Также можете почитать отзывы или забронировать себе тур. Рекомендуем Taifu Travel. Кстати, ребят, здесь есть такая интересная баня. Или сауна, как правильно, не знаю. И из парилки прямо такой панорамный вид. Можно попариться с видом на море. Вот, смотрите. Очень много людей. Можно париться, смотреть на море. Классно, да? И также рядом с этой сауной есть вот такой 7-Eleven, один из наших любимейших 7-Eleven, где можно посидеть с видом на закат. Здесь стоят столики. И вот здесь у нас будет закат. По-моему, отличный вариант. Кстати, Лен, столики поубирали, да? Да нет, он есть. Обычно столиков Их меньше побольше, просто. да, но сейчас поубирали. Не знаю, с чем это связано. Думаю, скоро поставят обратно. И вот здесь вот можно посидеть. Давайте зайдем в Севик, посмотрим, что тут есть интересно. Может, есть какие-нибудь новинки, может быть, даже что-нибудь попробуем. Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться? Мы вас смотрели перед тем, как поехать в Паттайю. Здравствуйте, давайте сфотографируемся. А вы откуда? Мы с Владивостока. О, Мы только по вашему видео поехали сюда, хотели на Пхукет, но нам так понравилась Паттайя. Так, ребят, смотрите, в этом Севике вообще достаточно неплохой выбор. И есть также товары, которые туристы любят брать с собой в Россию. Вот такие сушеные фрукты, допустим, клубника. Клубника выращивается на севере Таиланда. Здесь она сейчас достаточно вкусная, они уже научились выращивать неплохую клубнику. Есть дуриан сушеный. Тут не только сушеный дуриан, здесь еще есть чипсы, а также есть чипсы из кокоса. Смотрите. Я люблю такую стружку с бананами. Бананы режете, как колбаску, и с такой стружкой с чаем иногда потребляю. А еще можно попробовать вот такие сладости тайские. Это воздушный рис с черным кунжутом. Кстати, черный кунжут способствует укреплению волосяных луковиц. Здесь есть и конфеты дуриановые, смотрите. Большая упаковка. У нас зрители часто спрашивают, где эти конфеты можно купить. Можно купить как в больших супермаркетах, также на ночных рынках, сувенирных лавках и в 7-Eleven больших тоже бывают такие конфеты. Ой, тут такое большое разнообразие, все есть. И пластыри от боли в спине в самом низу. И вот это вот от боли в горле. Вот такие есть конфеты. Вот из натурального кокосового сока. Очень вкусные. Но они больше похожи на ириски, так что берегите зубы. Отдел с готовой едой выглядит вот так. То есть все это можно попросить, вам разогреют. И, в принципе, можно даже этим питаться хоть каждый день. Не самая полезная еда, но и не самая вредная. Кстати, вот, ребят, видите, такие желтые ценники. Это товары со скидкой, у которых истекает срок годности. Я уже как-то говорил. Здесь у нас представлены салатики, спринг-роллы. Даже, смотрите, появилась нарезка фруктовая. Есть папайя, или папайя, как говорят тайцы. Нарезка яблок и, по-моему, зеленая манго. Вот я все видел, ананас. а вот ананасы первый раз вижу. И мандарины есть, смотрите-ка. Помело и даже хлебное дерево, джекфрут. Смотрите, есть вот такие тортики. Если, допустим, у ребенка день рождения, да, или у вас день рождения, да, зачем в Таиланде покупать большой торт, потому что здесь много сладкого не съешь. Можно взять вот такой вот тортик. Ой, смотри, новинка появилась. Куриная грудка, 2 штучки. О. То есть до этого была вот одна, Одна стоит 40 бат, а две сколько? 69, выгодное предложение. Да, неплохо. Вот тем, кто занимается спортом, на сушке, допустим, вот такая грудка, неплохой вариант. Скалопендровку от боли в горле я вам показала, а вот теперь смотрите новинки. Есть вот такой вот мебацин с цинком, очень хорошо помогает от боли в горле. Вот такие можно взять детям, тут разные вкусы, не противные и действительно очень быстро помогает избавиться от боли в горле. Очень захотелось пить, наверное, возьму что-нибудь такое, что еще
Никогда не пробовал. Вот, допустим, смотрите, какая красивая бутылочка. Интересно, что там. Давайте покажу, что у нас здесь с пивом и что я недавно дегустировал в первый раз. Смотрите, Лео у нас. Одна бутылка стоит 53 бата, большая упаковка стоит 99 бат. Мы как-то рассказывали в одном из видео. Вот такой чанг эспрессо нам понравился, но в комментариях некоторые писали, что вкус отвратительный, поэтому и скажем, что это на любителя. Но вкус интересный достаточно. Рекомендую попробовать и написать в комментариях, как вам. Вот такой чанг мы недавно тоже пробовали, тоже вкусный. Вот такой интересной бутылки нам тоже понравился. И, кстати, ребят, знаете что? Интересная информация. Вот такое Лео бутылочное. Мы взяли такое на Пхукете и такую же бутылку в Паттайе. Они практически одинаковые, различаются цветом штрих-кодов. И я вам скажу, ребята, что паттайский Лео гораздо лучше на вкус. Мы прям одновременно продегустировали, вкус оказался разным. Недавно я добрался вот до этих бутылочек. Мы, слава богу, этого не снимали, но я попробовал вот этот напиток. И попробовал потом вот этот, 129 бат, видите, ну, как, естественно, уже подвыпил, и захотелось что-то подороже, как обычно у всех бывает. Вот, видите, такая штука, и очень по вкусу напоминает настойку крыжовника. Вернулись мы на нашу парковку автомобильную, смотрите, пока нас не было, приехала прям делегация из Макашниц с различным наполнением. Есть Макашница-бар, смотрите. Также здесь у нас делаются вот такие вот блюда в тайском стиле. Никогда не пробовал, если честно, что там они готовят. Может, если вы знаете, напишите в комментариях. Там, судя по всему, у них устрицы. Здесь у нас нарезки делают. 20 бат ананасик. Сапорот и сибат. Возьму вот такой ананасик, попробую. Еще кто-то подъехал. Смотрите, какая красота. Видите, у него здесь пакет с ананасами вот этими маленькими. Он их прям здесь чистит. Почищенные сейчас мне быстренько нарежет. Это будет стоить 20 бат. Вот эти маленькие ананасы, они очень вкусные. Они этих денег точно стоят. Также здесь есть, смотрите, шашлыки из кальмаров. И вот такие вот кальмары. Видите, как они их готовят? Сейчас вам покажу. У них есть такое приспособление. Мы как-то в Телеграме у себя выкладывали видео. Они прогоняют и делают такую кальмаровую стружку. Очень хорошая закусочка к пиву. Вот это классное место. Мы припарковали свою машину. Можно поставить стульчики и тоже здесь встречать закат. Секретное наше место. Мы иногда здесь встречаем закат и рекомендуем нашим подписчикам, если вы на своем транспорте, приезжайте сюда, здесь кайфово. Вот так выглядит бутылочка. Цвет жидкости зеленый, мутно-зеленый такой. Давайте попробуем. Как сегодня в море паттайское. О, кайф, ребят. Что-то сладкое. Видно, что там есть лимончик, видно, что есть какая-то зелень. Кайфовая штука, освежает. Рекомендую всем попробовать. Ребята, добрались мы до Джамтьена. Вот так выглядит здесь все. Сейчас у нас предзакатное время. И тайцы, как вы видите, уже выбрались на пляж. Будут отдыхать здесь. Но, кстати, вот много индусов в последнее время. Не знаю почему, с чем это связано. Летом, как правило, что на Пхукете, что в Паттайе, количество индусов увеличивается. Видимо, у них сезон начинается, путешествие в это время. Море здесь выглядит вот так. Очень сильный ветер дует. Есть запах такой морской, как во Владивостоке. Запах плавбазы, Алена его называет. Мне этот запах нравится. Посмотрите, сколько там людей уже вышло на пляж. Будут встречать закат. Конечно, ребята, очень медленно делается ремонт на Джамтьене. В одном из прошлых выпусков мы вам показывали, какая ситуация. Она особо не изменилась. И я сейчас вижу, ребята, кое-что, чего я ждал уже полгода. Сейчас пойдем посмотрим. Кажется, поставили турники наконец-таки. Не знаю, может, их давно уже поставили. И я только сейчас заметил. Пойдем глянем. И вот можете видеть, тайские детки купаются, люди гоняют на водных мотоциклах. Очень популярное здесь занятие. Почему? Потому что если вы отъедете на водном мотоцикле буквально километр-полтора, от берега вода уже будет гораздо чище. Это видно с нашего балкона. Алена каждый день в Телеграме выкладывает ситуацию. И если вы посмотрите,
на видео, которое Алена снимает с нашего балкона, то буквально там километр от берега вода прям уже очень чистая. Основной контингент на закате, то есть сейчас присутствует здесь, это тайцы и индусы. Наших соотечественников поменьше. Вот видите, начинается прилив уже. И сейчас такое время, что приливы ночью, а днем отливы. Но скоро ситуация изменится. И вот наш ресторан Opel House, про который я рассказывал, что здесь был ремонт, да? Как сейчас здесь выглядит набережная. Вот это место очень любят наши туристы. Вот ребят поставили новые покрашенные турнички. Ну хотя бы так. Раньше, кажется, получше все это выглядело. Очень толстая, ребят, перекладина. И скользкая пока. Скоро заржавеет, будет ситуация получше. Ребят, также хочу напомнить, что если вы находитесь в Таиланде, у вас заканчиваются наличные тайские баты, то вы можете обменять свои рубли с российской карты, либо свою криптовалюту на тайские баты. Сделать это можно через онлайн-обменник, ссылка на который находится в описании под этим видео. Ребята либо сами вам привезут наличные тайские баты прямо в отель, либо если вы находитесь не в Паттайе, где-нибудь в другом городе, либо если сумма обмена небольшая, то ребята вам переведут тайские баты удаленно на ближайший к вам банкомат. Это очень удобно и просто сделать, они вам все объяснят. Ссылка на обменник в описании под видео. Мы их рекомендуем. Ребят, мы находимся в одном очень интересном месте. Это заброшенный отель в балийском стиле. Ну, как он заброшенный? Здесь поддерживается инфраструктура. Также живут люди, но большая часть вилл, которая здесь, она сейчас не используется. Ждут своего момента каких-то крупных инвесторов. Но, тем не менее, здесь можно находиться, устраивать праздники. Мы сейчас приехали на день рождения к друзьям. Походим здесь сейчас на закате, покажем вам, как здесь красиво. Сюда можно добраться самостоятельно. Локацию мы оставим в описании под видео. Также сюда можно приехать из экскурсии. Экскурсия называется Instagram Tour. Сделать миллион потрясающих фотографий. А если поедете самостоятельно, то за вход придется заплатить. Насколько я помню, около 200 бат. Смотрите, какая тут красота. Реально, ребят, мы скучаем иногда по Бали, и здесь прям максимально балийская атмосфера. Вот эти резные фигуры, все это сделано в балийском стиле. И единственное, что сразу бросается в глаза, есть большое отличие, что нет вот этой влажности балийской, и вот эти фигуры, они не покрываются мхом. Но, как по мне, так это даже лучше. Потому что я не люблю вот этот грибок, влажность, а здесь все такое, оно искусственно состарено, и, в принципе, все достаточно сухое, и в номерах тоже сухо. Покажем вам еще. Пойдем посмотрим. Что... Давай, посмотрим. Очень интересно здесь. Нет, ребят, сюда можно зайти, сделать какие-то фото, но там висит замочек. Ну вот, возле этой двери вообще классные фото можно сделать, посмотри. А, я поняла. Там вилла, ее можно взять в аренду. Кстати, мы сейчас приехали на день рождения, как Паша уже сказал. Виллу ребята сняли в аренду на сутки. Прикольно. Чтобы отметить день рождения. Что там у тебя? Алена уже вломилась. Надеюсь, там никто не живет. Классно здесь. Атмосфера максимально балийская, максимально аутентичная. Сюда вот можно приезжать большой компанией. И как вот на Бали есть, да, ребята, которые любят постоянно устраивать какие-то мероприятия, так и здесь можно. Я думаю, что часть балийского контингента, которые живут там в Убуде, к примеру, они могут когда-нибудь сюда переместиться. Потому что в Таиланде все-таки жизнь комфортнее. Я думаю, что здесь можно какие-то ретриты даже проводить, медитации и можно даже тренинги по йоге. Интересное место. Колоритное, красивое. Вообще архитектура поражает. А знаешь, что вот мне нравится здесь? Что людей нет. Если бы здесь было очень много людей, не было бы такой атмосферы. А так как тут все такое умиротворенное, и обстановка спокойная. О боже, ну посмотри, какая красота. Супер. И никого нет, ребят. Это находится где-то в 7 километрах от Паттайи. Я бы сказала, от пляжа Джантьен, потому что от центра будет далековато ехать. Ну да, 10, 20, 25 минут сюда ехать на машине, на мопеде можно. Тут у нас друзья многие на мотоциклах поприезжали, кто-то на такси.
И мы сейчас будем отмечать день рождения. Если вы хотите сделать красивые фотографии, то это место обязательно к посещению. Смотрите, это такое дерево. Классно, да? Вообще крутяк. Здесь пространство, оно просто гигантское. Вот мы припарковали машину, минуты 4 мы идем к нашей вилле. Это просто какие-то колоссальные инвестиции здесь были. Потому что все это сделать, я не представляю, сколько нужно труда, сколько усилий, чтобы сделать всю эту красоту и сделать это место максимально балийским таким. Посмотрите, вот это все. Это же Бали, да? Не хватает только таких кирпичиков еще, как на Бали, маленьких. Я думаю, где-нибудь они тоже есть. Это все бетон, не пенопласт, как иногда мы видим в Таиланде, да, какие? Малайзия, не путай. А в Таиланде мы тоже из пенопласта видели. Да, на Пхукете. На Пхукете гигантские статуи из пенопласта, и они часто любят что-то сделать из пенопласта, застилизовать это под бетон, но здесь все бетонно, настоящее. Саня, ну как тебе на самокате, здесь нормально? Нравится тебе здесь? Похоже на Бали обстановка? Ну, чуть-чуть, да. Похоже, да? Посмотрите, какое здесь пространство. Озеро зеленое. Такие домики на сваях. И вот здесь, я думаю, идеальное место, чтобы дышать там, чем там люди дышат на Бали, природой, заниматься йогой, проводить какие-то ретриты, наверное, кушать грибы там для любителей грибов. Я знаю, такие есть у нас тоже в подписчиках. Ух ты, там прям в воде что-то плюхнулось. Здесь могут быть крокодилы или вараны. Вот этот цвет такой оранжевый у штор, как одежда монахов тайских. А реально обстановка балийская. И посмотрите, какие здесь огромные комнаты, они просто роскошные. И в отличие от Бали, я уже говорил, нету вот этого запаха сырости, который бы обязательно присутствовал, если бы мы были в какой-нибудь вилле на Бали. Друзья, надеюсь, у нас получилось интересное и полезное видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании под видео. QR-код вы сейчас видите на экране. В телеграме много полезной и актуальной информации, которую мы публикуем день в день. Также там какие-то фрагменты из нашей жизни, которые не попадают на YouTube-канал. Все это в нашем телеграме. Подписывайтесь. Телеграм ведет Алена. Я иногда помогаю, когда есть свободное время. Также у нас есть чат, там можно спокойно пообщаться с другими нашими подписчиками. Ну и всем пока, ребята, увидимся в Таиланде.